Извините, Наталья Сергеевна, можно вас на минутку? Я совсем запуталась с этими глаголами движения. Конечно, Сара. В чем проблема? Я никогда это не выучу. Почему так много приставок? Зачем нужны отдельные слова для выхода, входа и приближения? Я путаюсь. Успокойся. Ты пытаешься выучить все сразу. Глаголы движения как карта метро. Сначала страшно, а потом понятно. Я чувствую себя немного растерянной. Давай, посмотрим на мой маршрут и назовем его «Мой путь от дома до работы». Хорошо. Смотри, я в квартире. Я начинаю движение наружу. Приставка «вы», я выхожу из дома. Ага, вы – это наружу. Дальше улица. Я не захожу внутрь, я иду мимо. Приставка «про», я прохожу мимо магазина и аптеки. Как pass by? Именно. Теперь дорога. Мне нужно на другую сторону. Приставка «пере». Я перехожу улицу. И я приближаюсь к метро. Для приближения «под». И подхожу к станции метро. Под равно приближение. Теперь внутрь. Приставка «в». Я вхожу в метро. В метро я не иду пешком, я еду. Глагол меняется. Я проезжаю одну станцию. О, в транспорте глагол тоже едет. Да, а потом снова пешком. Я выхожу из метро. Я начинаю видеть логику. Это же реальные движения из жизни. Точно. Университет. Одно здание мешает, я иду вокруг. Приставка «об». Я обхожу здание филологического факультета и снова приближаюсь к цели. И подхожу к зданию Института русского языка. И конец. Я вхожу в Институт русского языка. Видишь? Ты уже говоришь правильно. Это не грамматика, это жизнь. Когда это история, все становится проще. Спасибо, Наталья Сергеевна. Пожалуйста, теперь твоя очередь. Напиши свой маршрут от общежития до этого класса.